Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Прогноз Таро на будущее. Что, а возможно и кто появится неожиданно, что неожиданно случится или произойдет с 20 февраля и до конца месяца. Но я бы сказала не только до конца февраля, а с учетом того, что у нас длится коридор затмений, это будет продолжено как минимум до 3 марта. Давайте узнаем, так что же там случится, произойдет. Какие грядущие события придут на ваш порог, в вашу жизнь? И что будет дальше? Зачем все это было нужно? Что ждет вас в ближайшее время? И рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии или позитивного мышления. Будем добрее к самим себе, к собственной душе, раз уж нам довелось жить в эпоху перемен. И, возможно, как неожиданной может стать информация, получение важного документа, какое-то событие или человек приносит информацию. У человека, мои дорогие, меняются планы, и это тоже может оказать на то влияние, как изменятся и ваши планы. Ну, давайте и узнаем, где-то что нам придется, может быть, корректировать. Так что же там происходит с 20 февраля и как минимум до 3 марта? Кто или что появится неожиданно? То есть какие-то неожиданности, вопросов конкретных мы не задаем. Достаем просто 3 карты, как 3 знака судьбы, 3 важных подсказки. С чем это связано или с кем? Потоковая информация, которую вам скажет, на что обратить внимание. И по основным сферам жизни. Что ждет стрельцов в любви, во взаимоотношениях в целом? Что вас ждет в работе? И посмотрим финансы. У нас вторая колода ангелов-хранителей. Вот давайте на ангелов-хранителях, на этой колоде мы узнаем, так а что же там будет дальше? Что же там прояснится? Что прояснится для вас? Или к чему все идет? Возможно, что будет продолжено какое-то время. И карту совет достанем. Совет от Таро. Итак, первый знак судьбы – получение денег. Получение денег, когда, ну, у каждого, понятно, свой эквивалент, для кого-то из вас. В принципе, тема денежная, она, ну, это очень добрая карта, когда тут оптимистично все складывается. Это есть возможность заработать деньги, это есть возможность для себя, предположим, как инвестировать в себя, пройти какие-то курсы, что-то изучить. И не просто ради любопытства, а потом вам эти знания пригодятся на практике. Для кого-то из вас, может быть, просто какую-то денежную тему уладить. Да, вот точно, пажи Пентаклей. Вот знаете, тут, во-первых, может быть какое-то известие, предложение. По пажу Пентаклей это может быть и новая работа. Вот именно с учетом этой карты, может быть, для кого-то вопросы работы, которые связаны с командировками, с переездами. Тут у нас буквально карта лежит перед человеком, да, он как будто выбирает путь, куда же он пойдет. Вот у вас, у кого-то для вас будет это то время, когда вы будете, может быть, выбирать работу. А я бы сказала, февраль, это точно, но вот на период коридора затмений, то есть считайте по 3, а то и 5 марта, мы резко с работы не уходим. Не уходим, знаете, так, хлопнув дверью. Ну и в отношениях тут мы тоже не рвем, не то время. Вот выводы мы делаем, планы мы строим. Где-то и корректируем эти планы. То есть мы уже прицеливаемся как будто на будущее. Но сказать, что мы здесь сейчас прям что-то тут ломаем, крушим, ну вот это точно нет. И вот где-то карта будет говорить, что это могут поступать, если вы ищете работу, какие-то новые предложения. И, кстати, эти новые предложения, вот, кстати, как знак судьбы. Рассматривайте ту работу вот для тех, кто как претендент ищет работу. Не совсем то, что вы предполагали. Рассматривайте все, потому что тут вот как будто благополучие, по крайней мере, по части финансов. Тут может приходить, ну, как с той стороны, откуда вы не ждете. Или пусть это будет, вы, допустим, имеете диплом, вы имеете профессию, но вы рассматриваете так немножко узкоколейно, да, куда я могу приложить свои знания и силы, экспертность. А вы рассматриваете что-то рядом. Вполне вероятно, ваши знания вот в какой-то близкой области тоже пригодятся. Или, может быть, в противоположной области. У нас все в мире меняется, поэтому клише, табу себе точно не надо устанавливать. Тут именно что-то доброе, как предложение или новость идет. Хотя у кого-то это вопросы по работе, когда вы понимаете, что, может быть, будет смена руководства или грядут какие-то события.
именно как перемены. И мне сейчас нужно правильно сориентироваться. Вот это точно, с учетом карты жрица, потому что это та, которая все знает. Слушайте свою интуицию. Это карта независимого человека, но в то же время это тот человек, который никому ничего не доказывает. Он отступает полшага назад. Вот, может быть, вам говорят, что ты тут немножко в тени как будто будет стрелять, по крайней мере, до конца февраля. Но на рожон так точно не стоит лезть. Бонусов, мои дорогие, как будто будет больше. Но анализируем, наблюдаем, делаем выводы. Это ваше все. Ладно, второй знак судьбы. Но правда деньги. У вас две карты, когда на получение денег, когда мы собой остаемся довольны. Ну вот, понимаете, по девятке кубков я ее иногда называю картой эгоиста. И в первых колодах Таро, как правило, человек изображен. Он доволен собой, у него все есть вроде бы, да, но вот он на каком-то таком мрачном фоне, потому что он один. Да, он счастлив абсолютно, и у него все хорошо, у него все под контролем. Ну, что там печалиться? Как бы нет признаков, да, и нет поводов. Но вот иногда эта карта будет говорить, что, ну, особенно в эпоху перемен, вокруг может начать что-то меняться, а ты как будто рискуешь этого не заметить. И 2 карты, которые вот именно на финансы. Девятка кубков, ну, тут чувство, когда мы собой довольны. И сама по себе девятка пентаклей, они будут говорить о том, что благополучное время у вас, правда, для себя какую-то стратегию, тактику финансовую на период заложить. Более того, вы в этот период получите те деньги, которыми вы останетесь довольны. Но какая-то сумма определенно будет. Идет подсказка с этих двух карт, точнее с этого сочетания. Не торопись тратить, потому что две девятки– это всегда преддверие перемен. Ну, правда, туз кубков радовать что-то будет вас. Тут какие-то добрые события, радость, мои дорогие стрельцы. Как и по финансам, может быть, по части работы или откуда к вам приходят деньги. Но я бы сказала, тут и по части личной жизни могут быть какие-то очень радостные события. Буквально туз кубков иногда признание в любви. Может быть, вам, а может быть и вы тоже. Это я такого не исключаю. Ну, давайте дополнительную карту я достану. Помириться можно, правда. Помириться с тем человеком, с которыми, может быть, вы и не нашли взаимопонимания. А если вы видите в этот период, у нас ведь тоже время, когда мы закрываем гештальты. И если вы понимаете для кого-то из вас, что отношения не могут быть продолжены, ну, правда, по-разному же бывает. Но, может быть, сложно было прояснить ваши отношения откровенным разговором, или сказать, что, ну вот, я вот вижу наши отношения таким образом, а как видишь ты? Без эмоций, вот именно как-то холодно проговорить. Но тогда все равно туз кубков, он как будто перекрывает какую-то конфронтацию. Ну, прояснять вам точно что-то придется, вам легче будет. Вы как, знаете, даже если, к примеру, кто-то наоборот, ну, хотел бы, чтобы вернулся человек, или чтобы человек как-то вот, ну, нашли вы с ним взаимопонимание, да? Может быть, есть такое желание. Но желание нас одних– это, конечно, замечательно, но ведь само-то по себе это ровно 50% успеха, остальные 50%, что бы хотел другой человек. И если вот взаимообмена нет, или, ну, как в разных океанах люди находятся, ну, тогда тут тоже не следует замечтаться. Но вот так или иначе, то, что вы проясняете, вот для вас сильная позиция, знаете, в чем? Что, может быть, прежде было сложно начать какой-то разговор, или вы вообще где-то избегали. А вот здесь вам пространство помогает, чтобы важные диалоги, даже в каких-то сложных беседах, диалогах или построению взаимоотношений, у вас и были и прояснены, и как будто не осталось никаких сомнений. И вот благодаря этому, когда нет сомнений, приходит тоже где-то радость. Проясняется то, что, по сути дела, вас какое-то время как взаперти держало. Или, может быть, как вы чувствовали себя в кандалах, да, и у кого-то это по отношениям. Вы ведь у кого-то, может быть, и разговоры с руководителем, между прочим, почему нет? Значит, дипломатия буквально помогает даже сгладить острые углы и любые конфликты. Что ждет стрельцов, вас, мои дорогие, в личной жизни, в взаимоотношениях? Слушайте свою интуицию. Ну вот да, тут можно что-то прояснить. И, кстати, по этой карте, это, знаете, когда мы занимаем какой-то нейтралитет. Чаще всего это у нас колода Таро ведьмочек, а в классических колодах всегда две башни.
Причем так, возле одной волк стоит, а возле другой шакал. Вот оба воют. И нам как будто надо не к одной из этой башен. И не к волкам, и не к шакалам. Нам надо между. Вот это как раз то, что я только что говорила. Не берите, не вызывайте огонь на себя, даже в личной жизни. Но, кстати, по этой карте мы можем решить именно вопросы вот со знаком плюс, ведь любая карта есть и плюсы, и, да, и обратное значение. Так вот, это карта и любви, взаимопонимания, понимания на уровне интуиции, когда не надо что-то разжевывать, когда двое смотрят в одном направлении. Вот как будто считывают друг друга. И еще также по аркану Луна вопросы дома. У кого-то вопросы жилья. Отдых, мои дорогие. Но тут важно не задержаться. Ну, может быть, это кто-то будет как отпуск, правда. Или кто-то паузу возьмет, куда-то вы не будете торопиться. Может быть, и дома вы там что-то делаете, меняете, да. Тут именно хорошо, знаете, с чем-то определиться по этой карте и не спеша что-то проделать. Все это течет своим с чередом, как бы, да, по четверке мечей. Нам как будто дает время паузу, для того, чтобы мы привели пространство в порядок, да, буквально, может быть, наш дом, но и мысли в порядок. Но не должны задержаться какой-то не такой уж это большой срок. Может быть, для вас это важно, у кого-то усталость, правда? Почему нет? Иногда уставшие люди делают ошибки, из-за этого и возникают, да, когда мы говорим, нервов не хватает. Вот у кого-то нервы не выдержали, да, и, может быть, так сгоряча были какие-то ссоры. Тут можем мы помириться, если захотим. Но задержаться, повторюсь, не должны, потому что колода ведьмочек, ведьмочка отдыхает, но, видимо, переотдыхает уже, потому что в верхнем левом углу почему-то паутина появилась. А что это такое? Что за вопрос? А вам тут нужно что-то обдумать. Мне нравится, и я вот настаиваю на таком именно, на этой трактовке, колет барон Рид. Десятка мечей мы часто говорим «закрыть в прошлое дверь». А колет барон Рид, у него стаж огромный, таролог, психолог. Изящное завершение. Вот вы что-то, вам изящно нужно завершить. Может быть, самим собой или самой собой договориться. Победа на кону. Карта победителя. Но она не говорит, что мы расслабились чересчур. Может быть, это для кого-то точно, вот верхний ряд, посмотрите, победы, да? Но отчасти решение явно каких-то вопросов, причем сложных, мы об этом говорили. И кому-то захочется расслабиться, усталость, напряжение, нервное напряжение, может быть, и эмоциональное выгорание, я такое тоже допускаю. Но тогда, мои дорогие, это все равно не должно, ну, какие-то временные рамки. Поставьте перед собой, в конце концов, дедлайн, потому что серьезная карта, она очень добрая, потому что победа, да, то есть у вас сильная позиция, но мы должны удерживать эту победу. Как только мы расслабимся, все пойдет наперекосяк. Вот примите себе такое значение, как знак судьбы, между прочим. Вторая карта, второе значение, что ждет в работе. Будьте готовы что-то изучать. У кого-то изучать языки, у кого-то осваивать новые скиллы, навыки. У кого-то иногда это как карта экзамена. Может быть, и действительно вам нужно будет пройти какой-то курс, чтобы получить сертификат, к примеру, или какое-то подтверждение. Может быть, курсы специализации. Есть профессии, где постоянно курсы. Я знаю точно в медицине, потому что мы все время учились, мы все время сдавали какие-то зачеты. Но это то, что мне ближе. Но, может быть, это и другие есть специальности. То есть есть профессии, где ты должен повышать постоянно профессиональный свой уровень. Иначе, ну, наверное, много таких профессий. Иначе ты тоже несколько так заскорузлым становишься, а жизнь идет вперед. Вот для вас хоть языки вы учите, хоть вы какую-то новую, вот именно навык, может быть, осваиваете, может быть, даже и профессию. И я должна сказать, Уран все дробит, поэтому Уран нас призывает вообще, ну, тоже где-то раздробить источники дохода. Был один источник, сделайте два. Раньше вы основная работа, допустим, а пусть будет какое-то либо хобби, либо, ну, может быть, какая-то работа на дому. Или второй источник дохода, может быть, пассивный доход, да, и вот кто-то будет изучать, а каким образом тут работают инвестиции. То есть самые разные направления. Именно мы смотрим в будущее по этой карте. Вот поэтому, может быть, и банально. У кого-то перемены на работе, или вы сами хотите поменять работу, то тут нужно быть дальновидным. Дальновидным, потому что, скорее всего, к вам придут какие-то вести неожиданные.
Может быть, и по части коллектива, конкретных людей, руководителя. Меняется график или меняется, ну, как какая-то система оплаты, кстати, может такое быть. Или переходит ваш, допустим, филиал куда-то переезжает в другое место. Или ваш отдел переезжает вместе с филиалом. То есть у кого-то могут быть работы с командировками, так требует рабочий процесс. То есть, ну вот есть какие-то неожиданности, которые нам нужно принимать очень мудро. И, может быть, они потребуют доизучить что-то. По сути дела, королева жезлов – это ваша энергия, огненная энергия. И вот я говорила, аркан жрица. Храните молчание. Королева жезлов умеет хранить тайны, свои и чужие. Вам могут доверять тайны. Тогда не разболтайте. Хотя вы-то как раз умеете хранить тайны, и это знаю. Но мы все разные, правда? Вы можете узнать какую-то информацию, которую словно сорока на хвосте принесла. Но тогда ее надо будет перепроверить. Перепроверить, насколько она жизнеспособна, насколько она под собой имеет какую-то вот реальную, да, базис, основу. Ведь умеет именно с информацией работать королева жезлов очень правильно. Поэтому она все то, что ей люди принесут, ей доверяют, а она как будто анализирует это все. И очень часто она узнает информацию несколько раньше, чем об этом будут объявлено для всех остальных. Вот примите себе такую подсказку. Это касается работы. Поэтому и дальновидным нужно быть. Мы сейчас пока можем не видеть, как вот разовьются или во что выльются те или иные события. И интуиция нам будет подсказывать вам, мои дорогие. Что-то может не укладываться в рамки наших представлений. Будьте к этому готовы. Потому что могут быть такие метаморфозы. Раньше вы бы сказали, да нет, такого не может быть. А тут вот раз тебе перевернулось. И в точности то, чего не могло быть, оно и есть. Вот такие моменты вас тоже могут удивить даже. Но у вас сильная позиция по деньгам, правильное распределение финансов, и мы об этом тоже с вами говорили. Ладно, давайте узнаем, а что в финансах ждет. А ведь и правда у кого-то получение известия, когда требуется подумать о дополнительном доходе. И неважно, сколько вам лет. Может быть, кто-то получает какие-то социальные пособия, например, на детей, кто-то получает пенсию. Вы находитесь дома. Сейчас из дома можно работать в самых разных направлениях. Может быть, для этого и курсы кому-то понадобятся. Но вот посмотрите, что работа, что деньги. Ну и, собственно, в самом начале, две девятки, я сказала, перемены. Вас хотят карты, мои дорогие стрельцы, предупредить, что перемены будут. И те процессы, которые были запущены, но нам не были видны, мы их будем узнавать и в течение марта, и в апреле. Поэтому уберите дистанцию на будущее чуточку подальше. Вам как раз сейчас дает возможность пространство, помогая вам или давая подсказки в виде новостей или пусть какой-то информации. И в этом будет ваша сила. Давайте что еще? Здесь, может быть, по финансам, вы знаете, это и вы будете кому-то помогать. Может быть, это от вас потребует помощь ваши дети. Ну, может быть, и внуки, племянники. По пажу проходят именно те, кто младше нас, и те, кто, ну, требует, может быть, нашей либо помощи, либо совета дельного. Рядом очень добрая карта выпадает на деньги. У кого-то из вас помощь наоборот, да, не вы помогаете, а вам помогают близкие. Но, конечно, на финансы по крайней мере, нам уже не раз тут сказали, что финансы вас будут радовать, по крайней мере, в этот период. Но его, неважно какая сумма, да, но вот эту сумму нужно как-то на более далекий период времени либо распределить, либо, может быть, и правда инвестировать в себя и наметить какое-то изучение или курсы. Что же прояснится и что будет дальше? Вот так я сижу на сундучке и все сохраняю. И контролирую. Удивительная карта, правда? Четверка пентаклей. Это колода ангелов-хранителей. Да, мы тут контролируем действительно все. Мы с чем-то явно не хотим расставаться. Может быть, что будет дальше? Вот все то, что я долго говорила. Правда, тут нужно быть прозорливым хотя бы потому, что вот тебе, стрелец, вот что будет дальше. Нам где-то сказали, что будут перемены. Понятно, мы не знаем, какого характера будут перемены. Но, наверное, все предшествующие события нас не раз уже удивили.
А я должна сказать, Уран у нас в Тельце до конца апреля. 26 апреля он перейдет в Близнецы, и у нас окажется такая конфигурация, что начиная с этой даты 2 планеты перемен, трансформации, каких-то революционных инноваций, вот почему даже изучать что-то хорошо, новое, окажутся в воздушных знаках зодиака. Мы все почувствуем это. И вторая половина года, она такая будет более ярче, стремительнее, мои дорогие. А сейчас еще так время где-то, ну, в развалочку идет, потому что сейчас как будто знаком зодиака стихии воды и земли именно возврат, вот последний реверанс Урана в Телец, дает возможность с чем-то определиться, чтобы жизнь у них пошла с правильной ноги. Хочется сказать так, но это влияет и на каждого из нас, на вас тоже. В центре вопросы благополучия. И вот этот период до конца апреля очень хорошо как раз и строить планы на будущее, что-то изучать, просчитывать, какой-то запасной аэродром для себя, план А, план Б, план С, и все контролировать. Вот у вас, по крайней мере, с заходом на Март вот такая может быть крепкая позиция. Совет второй. Праздник после победы, но ты должен это сохранить. У вас, правда, сейчас сильные какие-то ваши стороны, может быть, будут даже интересны, или вы будете заметны руководителем. Вы можете быть, все-таки жезловая карта здесь. Иногда это вопросы дома, но очень часто это и вопросы работы, или откуда к нам приходят деньги. Все то, что материально, мои дорогие, все то, что для нас составляет основу нашего благополучия. Вот посмотрите, 2 четверки. У вас и как и праздник после победы, победа у вас тоже выпала. Так вот именно сохранять и контролировать. И вот относительно спокойный период и время вашей силы вам дается для того, чтобы правильно скоординировать или как будто, знаете, ну, может быть, так фундаментировать какие-то свои устои даже, да, или как какую-то подушку безопасности в плане материальном, или для себя какое-то более прочное положение в обществе. Вот строите, кстати, правильные социальные связи. Может быть, буквально выстраиваете какие-то взаимоотношения с нужными людьми. Вот это тоже может быть для вас важно. И вы себе, мои дорогие, точно скажете спасибо. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду вам искренне рада. Все ссылки, как и на мои статьи, так и на телеграм-канал, я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда.